Вашингтон поймали на лжи, Иран обрушился на Трампа. Все не так. Главная артерия перекрыта. Бывший президент попал под обстрел вражескими дронами. Стали известны новые подробности дерзкого налета. Исторический разгром. Таких потерь не было 40 лет. Зеленский опять проделал опасный маршрут. Под носом у союзников Путина подписаны важные соглашения. Удар в спину. Лавров плачется европейским СМИ. Куда подевался дух Анкориджа? В Госдуме признали поражение. Российская армия перестала быть второй в мире. Официальное заявление. Оптимизм Сырского и пессимизм аналитиков. С передовой поступили противоречивые вести. Огонь на границе. Старый конфликт вспыхнул с новой силой. Гибнут сотни людей. Сюрприз для союзника Кремля. Теперь за него взялись не только европейцы. Кремль такого точно не ожидал. Бунт рабочих в России. Полиция пошла на жестокие меры. Об этих и других событиях к утру субботы 28 марта. Только главное, без шума и пропаганды. Некто рассказывает о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Иранский режим идет на обострение. Правительственные СМИ ретранслировали заявление руководства Корпуса стражей Исламской революции, в котором они опровергают недавнее заявление Трампа и утверждают, что главная нефтяная артерия региона закрыта. После ложных заявлений коррумпированного президента США о том, что Ормузский пролив открыт, 3 контейнеровоза разных национальностей направились к обозначенному коридору для разрешенных судов. По заявлениям пропагандистов, суда якобы развернули. Военно-морские силы КСИР объявили, что Ормузский пролив закрыт, и любой транзит через него встретит жесткий ответ. Все суда, следующие в порты союзников и сторонников США и Израиля, и из них запрещены, независимо от пункта назначения или маршрута. Накануне президент Трамп заявил, что иранский режим сделал Соединенным Штатам подарок, пропустив 10 танкеров через пролив. Также хозяин Белого дома сообщил, что отложил удары по энергетике Ирана до 6 апреля, якобы по просьбе представителей Исламской Республики. Дмитрий Медведев чудом избежал встречи с украинскими дронами. Оказалось, что бывший президент посещал Смоленск как раз во время налета беспилотников ВСУ. Пока соратник Путина проводил совещание с местными чиновниками, БПЛА противника прилетели с визитом на местный авиазавод. Местные власти традиционно заявили о сбитых дронах и отсутствии разрушений, но очевидцы сообщили о взрывах, а к заводу тогда стянулись МЧС и скорая. Но Медведев уцелел. Уже на следующий день он давал интервью агентству РИА, правда, в очень несвежем виде. Кстати, как думаете, эта помятость бывшего президента России вызвана шоком от налета украинских дронов или это результат воздействия иных факторов? Делитесь версиями. Резкое обострение на фронте. Исторические потери понес Израиль. Проиранские силы Хезболлы за сутки уничтожили 21 единицу тяжелой техники Цахала, в том числе большое число танков Меркава. Речь идет о, возможно, крупнейших потерях за последние 40 лет. Наши бойцы следили за продвижением противника и заманили его в хорошую организованную засаду, где было уничтожено 10 танков, бульдозеры и автомобили. Об этом похвастались не только террористы, но и написало издание Military Watch Magazine. Сообщается, что израильская бронегруппа попала в засаду между Тайбе и Кантара в Палестине. Часть техники якобы сожгли на месте, остальную добили противотанковыми ракетами и FPV-дронами. Хезболла также заявляет об ударах по командным пунктам и подкреплениям. Официального подтверждения от Израиля нет.
Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Владимир Зеленский не раз появлялся на передовой в Украине. В этот раз президент прилетел в иную страну, которая чуть не каждый день обстреливает союзный Путину режим. Под носом у Ирана гость из Киева вышел на новый уровень партнерства. Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Документ открывает путь к контрактам, инвестициям и обмену технологиями в сфере безопасности. Мы готовы делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней. Уже 5-й год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистическими ракетами и дронами, которыми сейчас иранский режим атакует Ближний Восток и регион залива. И у Саудовской Аравии есть то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным. После встречи с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль-Саудом Зеленский написал, что речь может идти не только о военном, но и об энергетическом сотрудничестве. Сергей Лавров пожаловался на Соединенные Штаты Америки. И кому? Франции, стране, которой Москва годами выражает свое открытое и наглое пренебрежение. В интервью «Франс Телевизион» главный путинский дипломат заявил, что Вашингтон хочет доминировать на энергетических рынках. В пример министр иностранных дел России привел то, что Соединенные Штаты делают в Венесуэле и в Иране. А теперь, по его словам, Белый дом замахнулся на святое и хочет забрать и у Москвы ее трубы. И Соединенные Штаты сейчас тоже говорят, что мы хотим северные потоки забрать себе. Слушая эти жалобы Лаврова, французскому телеканалу невольно вспоминаются советы, которые совсем недавно давала европейцам его подчиненная. Сидите там под столом и не вякайте. Куда же так быстро подевалась МИДовская спесь? Российская армия больше не является второй армией мира. Это следует из заявления главы комитета Госдумы по обороне. Из слов Андрея Картополова можно сделать вывод, что это американская армия, теперь вторая. Правда, заявил это депутат как-то без огонька. На сегодняшний день лидеры в военной сфере, безусловные, это вооруженные силы Российской Федерации и в целом наша страна. Потому что такого опыта, как у нас, нет ни у кого. И мы четко видим сегодня, как американцы это до наших возможностей проведения операций тактического уровня, оперативного уровня просто не дотягивают. Интересно, что эти слова в Думе прозвучали в тот момент, когда делегация коллег Картополова гостит в Конгрессе США. Этот скандальный визит произошел впервые за 12 лет, то есть впервые после аннексии Крыма. Приглашение гостям из Москвы организовала большая сторонница Путина в рядах Республиканской партии США Анна Паулина Луна. Среди приглашенных и внук Молотова Сергей Никонов и одиозный Михаил Делягин, который известен своей антиамериканской риторикой. Может, он прибыл лично убедиться в крахе доллара, который он годами предрекает? Как думаете? Контрнаступление дает результат. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ после поездки на линию фронта и проведенного совещания в Южной операционной зоне. Александр Сырский поделился новыми данными. Пока российские оккупанты в очередной раз сознательно бьют по гражданской инфраструктуре и мирному населению, нашим многоэтажкам, родильным домам, историческим памятникам, силы обороны Украины системно уничтожают врага на поле боя. С начала операции мы восстановили контроль примерно над 470 квадратными километрами, обезвредив более 11 тысяч захватчиков. Но ситуация динамична. Одновременно появилась информация о новом продвижении оккупантов в Донецкой области. По данным проекта Deep State, захватчики улучшили свои позиции в районе сел Гришино и Софиевка. Накануне, во время закрытого разговора с олигархами, Путин подтвердил свое намерение целиком захватить Донбасс. Неприятный сюрприз для Виктора Орбана. Несмотря на теплые слова Трампа, в Вашингтоне готовят недружественный шаг по отношению к главному союзнику Путина в Европе. Группа американских сенаторов разработала законопроект о санкциях против соратников венгерского премьера. Самое неприятное, что среди соавторов не только демократы, но и однопартийцы президента США.
Соединенные Штаты и наши союзники должны и впредь действовать сообща, поддерживая Украину и перекрывая источники доходов, которые подпитывают войну Путина. Этот законопроект предусматривает привлечение к ответственности высокопоставленных венгерских чиновников, одновременно предлагая Венгрии четкий путь к восстановлению общей позиции с ее союзниками, отказаться от российских энергоресурсов и прекратить мешать поддержке Украины. Речь идет о финансовых ограничениях и визовых запретах. Формально Орбана не называют, но все понимают, о ком речь. Сигнал прямой. Тормозишь поддержку Киева, получаешь давление уже от США. Проект уже внесен на рассмотрение в Сенат. Если закон примут, это будет прецедент. Санкции против страны ЕС за игру на стороне Москвы. Перемирие не продержалось и недели. Пакистан возобновил военную операцию против Афганистана. И счет погибших уже идет на сотни. В Исламабаде прямо заявляют, удары продолжатся, пока не будут достигнуты цели. Формальная причина – боевики, которые, по версии Пакистана, действуют с территории Афганистана. Но эскалация началась еще месяц назад. Тогда паузу на несколько дней выбили посредники – Саудовская Аравия, Катар и Турция. За это время конфликт только разгорелся. Пакистан уже ударил по десяткам объектов и, по разным оценкам, убил более 700 человек. Фактически речь идет о новой войне в регионе, где граница давно превратилась в линию постоянных боев. Под Санкт-Петербургом вспыхнули массовые беспорядки, пока Усть-Лугу атаковали украинские дроны. Там вспыхнул еще один пожар. Рабочие устроили бунт после запрета выходить на смену. Конфликт с охраной быстро перерос в столкновение. В какой-то момент служебная машина въехала прямо в толпу. Большинство участников – трудовые мигранты. Люди возмутились ограничениями и фактически остались без работы. Начались драки, часть протестующих задержали бойцы ОМОН, но напряжение сохранялось и утром. По данным СМИ, среди участников были граждане Казахстана. Дипломаты уже подключились. Ситуация показывает, как быстро локальный конфликт в стратегическом порту может перерасти в открытые беспорядки. Каков масштаб потерь авиации США? Сколько иранцев хочет мобилизовать КСИР? Как Трамп ударил по репутации нового Аятоллы? Какие проблемы создает война на Ближнем Востоке Киеву и ВСУ? И какую вековую традицию собирается сломать Белый дом? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. И приглашаю на вечерний выпуск.